Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание холодильнику. Эта вещь есть у каждого человека. И очень важно, чтобы ваш холодильник стоял в правильном месте и был определенного цвета. Тогда в вашей жизни всегда будет и богатство, и изобилие, и будет карьерный рост. На какие моменты обязательно стоит обратить внимание, друзья, далее в этом видео. Давайте начнем с того, что место, где в квартире находится у вас холодильник, имеет большое значение. И очень важно, чтобы вы холодильнику уделяли особое место. Дело в том, что холодильник это что? Это то место, где мы с вами храним продукты питания. И вот те продукты питания, которые есть в нашем холодильнике, они в какой-то степени показывают и олицетворяют нашу жизнь. И для того, чтобы в вашем доме был достаток, благополучие и изобилие, следует соблюдать всего лишь несколько правил по отношению к холодильнику. Также обращаем ваше внимание, что ваш холодильник ни в коем случае не должен быть поцарапанным, грязным, облапанным. Очень часто, заходя к кому-либо, мы можем обратить внимание, что на нашем холодильнике всевозможные магнитики со всех стран мира. Мы видим, что это какие-то бумажки, которые уже пожелтели и прицеплены за счет таких магнитиков. Мы видим, что холодильник грязный, в пыли. Вы должны понимать, что этого ни в коем случае не должно быть, потому что холодильник в какой-то степени олицетворяет именно достаток в вашем доме. Кроме того, очень важно, чтобы вы и уделяли внимание холодильнику и изнутри. А это значит, что его нужно время от времени мыть, проветривать. Даже если он у вас какой-то последний, какой-то новой какой-то модели, по новым технологиям, даже подключенный к водопроводу, но помните о том, что его также нужно внутри промывать, полностью выключать, обесточивать и проводить генеральную уборочку в холодильнике, так же самое, как вы проводите в доме. Да, многие не любят этим заниматься, потому что это морозилку надо разморозить, да, обращайте внимание, что иногда, открывая морозилку, вы видите достаточно толстый слой иния, того вот льда. А представляете, как вы таким образом замораживаете на энергетическом уровне свое изобилие и достаток. Вот просто сейчас подумайте. Кроме того, сейчас прямо подумайте, а где у вас находится холодильник. И у многих, к сожалению, ввиду того, что маленькие, как правило, квартирки, и все хочется вместить, он, как правило, где-то вдалеке находится. Даже очень часто бывает так, что холодильник находится у многих людей в коридоре, в какой-то нише, и все считают, что это нормально. Но вы должны понимать, что ваш холодильник ни в коем случае не должен быть установлен в коридоре, даже если на вашей кухне мало места. Это очень такая вот роковая ошибка, и эту ошибку допускают 90% людей. А из-за этой ошибки, что ваш холодильник находится в коридоре, вы блокируете денежные потоки. И кроме того, обращаем ваше внимание, если у вас холодильник уже столетней давности, еще от прабабки, один из первых, все-таки подумайте над тем, что вам нужно обновить холодильник. То есть ваш холодильник, он должен быть все-таки относительно новым. Помните об этом. Поэтому ваш холодильник должен быть только на кухни. Запомните это важное правило. Если у вас кухня-студия, то он должен быть так установлен, чтобы это было гармонично на вашей кухне-студии. Но помните, что холодильник ни в коем случае не должен быть рядом с огнем или с водой. То есть должно быть хотя бы 30-50 сантиметров должно быть от стихии огня или от стихии воды, потому что холодильник будет вступать в конфликт с этими стихиями, потому что каждая по себе стихия имеет достаточно сильную энергетику, и в таком случае у вас постоянно на энергетическом уровне будут происходить именно вот диссонанс, будет происходить конфликт среди энергии. Так что запомнили, да, холодильник должен быть только на кухне.
Также обращаем ваше внимание, что, как правило, мы все любим наш холодильник украшать. Начиная от магнитиков и заканчивая какими-то искусственными веточками или еще какими-то узорами нарисовать, вы должны понимать, что ваш холодильник все-таки должен оставаться холодильником, а не елкой для всевозможных магнитиков. Конечно же, если у вас есть 1-2 магнитика, где вы вешаете какие-то листочки с вашими какими-то организационными моментами, которые день-два и вы снимаете, это одно дело. Но из опыта мы видим следующую картину. Люди повесили на магнитик какую-то бумажку, там инструкцию от врача или какой-то контактный телефон. И вот это висит, висит, уже все пожелтело, а оно держится за счет магнитика на холодильнике. Не стоит вот таким образом. Также преуменьшаете потоки денежной энергетики, у вас происходит энергии застаиваются, и, как правило, это, к сожалению, не приводит всегда к таким вот хорошим и понятным для вас последствиям. Поэтому, друзья, чтобы такого не было, все-таки 10 раз подумайте над тем, чтобы все-таки ваш холодильник был все-таки оставался холодильником, а не холодильником для всевозможных магнитиков. Теперь давайте поговорим о цвете нашего холодильника. Если мы посмотрим, то сейчас в нашем современном мире мы можем увидеть холодильники красного, синего, фисташкового, голубого цвета. Вы, наверное, будете удивлены, но достаточно богатые люди, вот они считают, что вот в их мебель, в их интерьер должно быть заложен вот именно такой вот цвет именно холодильника. И люди по всему миру ищут вот такой холодильник, чтобы, например, он был красного цвета или синего и так далее. Но дело в том, что вы должны выбирать холодильник такого цвета для того, чтобы он приносил вам радость, изобилие, достаток. Поэтому цвет холодильника выбирайте лучше белого, серый с белым, а также бежевого цвета, потому что это те цвета, которые будут приносить вам ваш мир, изобилие, достаток и благополучие. Если мы с вами будем говорить об оливковом цвете, о фисташковом, голубого цвета холодильника, красного, не стремитесь покупать, потому что все-таки это будет влиять на потоки изобилия в вашей жизни и в вашей квартире или в доме. Понятно, что хочется быть модным, красивым, креативным, привести своих друзей, подруг и вот похвастаться и показать все самое лучшее. Не вздумайте этого делать. Помните о том, что холодильник это все-таки то место, где вы отправляете продукты питания определенные и после этого берете для приготовления или для употребления в пищу. Также обращаем ваше внимание, что ваш холодильник должен всегда быть в рабочем состоянии. Если что-то поломалось, отправляйте в ремонт. Если ремонтники говорят о том, что это нереально или есть какие-то нюансы, то лучше возьмите и купите уже новый холодильник. Конечно, с нашей стороны, наверное, звучит это громко, пойдите купите холодильник, да? Но вы должны понимать, что все в нашей жизни очень сильно влияет. Потому что техника, она имеет также свои определенные вибрации, энергии, и она также будет влиять на нашу с вами жизнь. Также смотрите, чтобы на вашем холодильнике наверху, на крыше холодильника не было посуды, газет, всевозможных бумажек и так далее, и так далее. Потому что, когда у вас где-либо мусор, там застаивается энергия, а это приводит к определенным последствиям в дальнейшем. Дело в том, что вы, возможно, сразу не увидите те или иные моменты, которые могут происходить в вашей жизни. Но смотрите, что бывает. Вы сделали такую ошибку, не приняли никакие меры со временем, и это у нас с вами все накапливается. И когда это все накапливается, в один момент происходит, как правило, какой-то взрыв. Вы видите, что ни с того ни с сего у вас появляются какие-то проблемы, какие-то моменты. Вас это становится непонятно, вас это начинает напрягать, но вы не понимаете, что же стало первопричиной. Поэтому ваш холодильник должен быть всегда в правильном расположении. То есть это должен быть на кухне, но помним, что подальше от стихии воды и от стихии огня.
Также обращаем ваше внимание, что не нужно покупать холодильник все-таки черного цвета, а также обращаем ваше внимание, что холодильник должен оставаться для нас холодильником, а не елкой для всевозможных магнитиков и игрушек. Помните об этих простых и банальных вещах, которые помогут вам в жизни. Не игнорируйте. Если вы пришли на это видео, знаете, эта информация сейчас для вас очень важна и, возможно, ценная. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, там много полезной, важной, нужной и интересной информации. Всех вам благ, друзья! Услышимся с вами уже буквально в следующем видео. Всех целуем, обнимаем, всех благ вам!